Сегодня я говорю с вами как опытный специалист с многолетней практикой и как женщина, которая ежедневно видит, как после 50 людей пугают диагнозами и продают им самое дорогое. Представьте ситуацию. Приходит человек в аптеку с обычным давлением или болями в суставах, а выходит с пакетом наполовину пенсии. И мало кто знает, что существуют простые, дешевые и доказанные средства, которые признаны исследованиями таких организаций, как World Health Organization и Harvard Medical School. Сегодня я расскажу, как правильно действовать, чтобы вас не обманули. И если тема вам близка, поддержите видео лайком и подпишитесь. Дальше будет самое важное. Я часто наблюдаю одну и ту же картину. Человеку назначают брендовый препарат от давления, хотя действующее вещество можно купить в 5 раз дешевле. Фармацевт редко предложит аналог, если вы сами не спросите. Поэтому первое правило – всегда уточняйте международное непатентованное название, а не торговую марку. Например, вместо дорогих комплексов для сердца часто достаточно магния и калия в базовой форме. Магний цитрат 300-400 мг вечером после еды курсом 30 дней. Он помогает при судорогах, нервозности, скачках давления. Но принимать его нужно отдельно от кальция и запивать водой, а не кофе. Это простой шаг, который экономит деньги и поддерживает сосуды. Второе средство, о котором редко говорят открыто – обычный витамин D в правильной дозировке. После 50 его дефицит наблюдается у большинства людей. Вместо дорогих иммунных комплексов достаточно холикальциферола 1000-2000 МЕ ежедневно после завтрака с жирной пищей для лучшего усвоения. Курс не менее 3 месяцев, затем контроль анализа. Исследования показывают, что нормальный уровень витамина D поддерживает кости, мышцы и иммунитет. И не нужно переплачивать за красивые упаковки. Я всегда советую, смотрите на дозу, форму и состав, а не на маркетинг. В середине видео я расскажу, как правильно сочетать его с питанием для максимального эффекта. Третье недооцененное средство – обычная клетчатка. После 50 нарушается работа кишечника, а вместе с этим растет уровень холестерина и сахара. Вместо дорогих детокс-программ используйте псилиум – 1 чайная ложка на стакан воды утром за 20 минут до еды. Обязательно выпить еще 1 стакан воды после. Курс – 4 недели. Это снижает аппетит, мягко очищает кишечник и помогает контролировать вес. Параллельно рекомендую простое упражнение – 10-15 минут быстрой ходьбы ежедневно. Ходьба активирует обмен веществ и улучшает чувствительность к инсулину. Эти шаги дешевле большинства аптечных чудо-средств. Четвертый пункт – обычный аспирин в малой дозе, но только по согласованию с врачом. Многие покупают дорогие препараты для разжижения крови, не зная, что ацетилсалициловая кислота 75-100 мг может выполнять ту же функцию при отсутствии противопоказаний. Принимать вечером после еды, запивая водой. Но важно, при проблемах с желудком требуется защита слизистой и консультация специалиста. И еще одно. Аптечные сосудистые капельницы часто не имеют доказанной эффективности. В следующей части я объясню, как отличить действительно нужное лечение от маркетинга. Если информация полезна, не забудьте поставить лайк, а мы продолжаем. Пятый недорогой помощник, о котором редко говорят вслух, обычный омега-3 рыбий жир, без переплаты за бренд. После 50 сосуды теряют эластичность, повышается воспалительный фон, и многие покупают дорогие кардиоформулы. Но достаточно 1000-2000 мг омега-3 в сутки во время еды, лучше в первой половине дня. Курс 2-3 месяца. Это поддержка сердца, суставов и мозга. Важно смотреть на содержание EPA и DHA, а не на яркую упаковку. И не хранить капсулы на свету. Часто именно простота дает результат, а не цена. Дальше я расскажу, что делать с суставами без дорогостоящих хондропротекторов. Теперь о суставах. Вам могут предлагать дорогие комплексы с уникальными формулами, но исследования показывают, что ключевую роль играет движение и контроль веса.
Я рекомендую ежедневные упражнения. Медленные приседания у стены, 10 повторов по 2 подхода, без боли, спина прямая. Плюс растяжка икроножных мышц, по 30 секунд на каждую ногу. А из доступных средств обычный желатин пищевой. 5 граммов растворить в теплой воде, принимать вечером курсом 1 месяц. Это источник коллагена, который поддерживает связки. Но главное — регулярность, а не надежда на дорогую баночку. Часто людей пугают повышенным холестерином и сразу предлагают сильные препараты. Но первое, что нужно сделать — пересмотреть питание. Уберите трансжиры, уменьшите сахар, добавьте 2 столовые ложки льняного масла в салаты или каши. Оно богато омега-3 и поддерживает липидный баланс. Также полезен отвар шиповника. 1 столовая ложка на 300 мл воды. Настаивать 6-8 часов. Пить по половине стакана утром и днем. Курс 3 недели. Это мягкая поддержка сосудов и антиоксидантная защита. А анализы сдавайте до и после курса. Так вы увидите реальный результат, а не веру в рекламу. Отдельно скажу о сахаре в крови. После 50 чувствительность к инсулину снижается, и многие покупают дорогие регуляторы глюкозы. Но простое средство — корица цейлонская, половина чайной ложки в день, добавлять в кашу или кефир. Курс 4 недели. Плюс обязательная 20-минутная ходьба после ужина. Это снижает скачки сахара эффективнее многих добавок. Но важно помнить, при диабете любые изменения только после консультации врача. Аптека не заменяет грамотное обследование. В середине видео я расскажу, какую ошибку совершают почти все при покупке витаминов. Самая частая ошибка — покупать комплекс для всего сразу. После 50 организму не нужен десяток витаминов без анализа. Чрезмерные дозы могут перегружать печень. Лучше сделать базовые анализы и восполнять точечно. Например, при усталости часто достаточно железа в форме безглицината 14-28 мг утром натощак, курс 1-2 месяца, с контролем ферритина, и принимать его отдельно от кофе и кальция. Разумный подход экономит деньги и здоровье. Если вы чувствуете, что начинаете смотреть на аптеку иначе, поддержите канал лайком. Впереди еще более важное разоблачение. Теперь я хочу объяснить, как нас убеждают покупать иммуномодуляторы, особенно в сезон простуд. После 50 иммунитет действительно меняется, но не существует волшебной таблетки, которая его включит. Большинство подобных средств не имеют убедительной доказательной базы. Гораздо эффективнее сон не менее 7-8 часов, витамин D в адекватной дозе и цинк 15-25 мг после еды курсом 3-4 недели в период повышенных нагрузок. И обязательно белок в рационе – 1,2 грамма на килограмм массы тела. Иммунитет строится из аминокислот, а не из рекламы. Это фундамент, о котором редко говорят в аптеке. Очень часто людям после 50 продают гепатопротекторы при малейших отклонениях в анализах. Но печень – орган самовосстанавливающийся. Если нет серьезных заболеваний, первое, что нужно сделать – убрать алкоголь, уменьшить сахар и добавить движение. Простая схема. Стакан теплой воды утром, затем легкая зарядка 5-7 минут, круговые движения плечами, наклоны, спокойное дыхание. В рацион добавить свеклу, брокколи, зелень. Из доступных средств – расторопша в порошке по 1 чайной ложке 1 раз в день во время еды курсом 3 недели. Это мягкая поддержка, но основа – образ жизни. Теперь о давлении. Многие получают сразу 2-3 дорогих препарата, хотя иногда достаточно корректировки соли и веса. Норма соли не более 5 граммов в сутки. Попробуйте заменить часть соли специями – куркума, чеснок, паприка. Добавьте дыхательные упражнения. Медленный вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6-8. Повторять 5 минут утром и вечером. Это снижает уровень стресса и помогает стабилизировать давление. Из доступных средств – настой пустырника по инструкции, если нет противопоказаний. Но важно – резкую отмену назначенных лекарств делать нельзя без врача.
Аптеки любят предлагать сосудистые капли для памяти, но когнитивное здоровье зависит от кровообращения и активности мозга. Читайте, учите новые слова, решайте простые задачи. Физически. Упражнение велосипед лежа 1-2 минуты в комфортном темпе. Питательно. Грецкие орехи 3-4 штуки в день и жирная рыба 2 раза в неделю. Омега-3 и антиоксиданты работают лучше, чем многие дорогие флаконы. И еще, обезвоживание ухудшает память. Пейте 1,5 литра воды в сутки, если нет ограничений. Простые шаги дают накопительный эффект, а не мгновенную иллюзию. И вот то, о чем почти не говорят. Многие боли – это следствие хронического воспаления из-за малоподвижности. Вместо постоянных обезболивающих попробуйте мягкую суставную гимнастику утром 10 минут, вращение кистями, локтями, плечами, коленями. Плюс теплый компресс с морской солью на область напряжения на 15 минут вечером. Если боль сохраняется, обследование обязательно. Обезболивающие не лечат причину. Сейчас будет важный блок о том, какие вопросы нужно задать фармацевту, чтобы вас не ввели в заблуждение. Если информация полезна, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с навязыванием дорогих средств. Когда вы приходите в аптеку, первое, что нужно сделать, задать прямой вопрос. Есть ли более доступный аналог с тем же действующим веществом? Это ваше право. Второй вопрос. Есть ли доказательная база у этого препарата? Фармацевт обязан дать инструкцию, а вы внимательно прочитать раздел «Клинические исследования». Часто за высокой ценой стоит обычная комбинация давно известных компонентов. Не стесняйтесь сравнивать составы прямо у кассы. Спокойствие и осведомленность – ваша защита. И если вы чувствуете, что эта информация открывает глаза, поддержите видео лайком, так больше людей узнают правду. Теперь о желудке. После 50 многие начинают принимать препараты от изжоги на постоянной основе. Но бесконтрольный прием может снижать усвоение витаминов и минералов. Вместо этого сначала проверьте режим питания. Не ложиться 2 часа после еды, уменьшить жирное и жареное, есть небольшими порциями. Из мягких средств отвар семян льна, 1 столовая ложка на стакан горячей воды, настоять 30 минут, пить теплым утром. Курс 10-14 дней. Это обволакивает слизистую и снижает раздражение. Но при постоянной боли обязательно гастроскопия по назначению врача. Отдельная тема кальций. Его активно продают в дорогих комплексах для костей, но без витамина D и физической нагрузки он усваивается плохо. Если есть показания, выбирайте простую форму кальция – карбоната или цитрата – 500-600 мг во время еды, разделяя дозу на 2 приема. Плюс обязательная ходьба с легкой нагрузкой на мышцы, хотя бы 20 минут в день. Кость укрепляется через движение. И не принимайте кальций одновременно с железом, они мешают друг другу. Грамотное сочетание важнее стоимости упаковки. Многие покупают дорогие пробиотики, надеясь восстановить микрофлору. Но без питания для этих бактерий эффект будет кратковременным. Добавьте в рацион квашеную капусту без сахара, натуральный кефир, овощи с клетчаткой. Это естественная поддержка кишечника. Если выбираете аптечный пробиотик, смотрите на количество КОЭ и сроки хранения. Курс обычно 2-4 недели после антибиотиков. И помните, микрофлора любит регулярность. Ежедневные привычки работают лучше, чем эпизодические, дорогие покупки. Сейчас я скажу главное. Здоровье после 50 – это система, а не набор баночек. Аптека – лишь дополнение, а не центр управления организмом. Сон, движение, питание, контроль веса и анализы раз в год – это основа. Дешевые и проверенные средства могут быть эффективными, если использовать их правильно и осознанно. Дальше я расскажу о самой опасной маркетинговой уловке, из-за которой люди переплачивают в 3-4 раза. Если вы досмотрели до этого момента, напишите слово «осознанность» в комментариях и оставайтесь со мной. Самая опасная маркетинговая уловка – это слово «новейший». Когда вам предлагают инновационный препарат последнего поколения, остановитесь и спросите себя, а что в нем нового?
чаще всего лишь форма подачи. Действующее вещество может быть известно десятилетиями. Я всегда рекомендую сравнивать состав и дозировку с более доступными вариантами. Не позволяйте красивым буклетам управлять вашим кошельком. Запомните, эффективность определяется исследованиями, а не рекламой. И прежде чем платить больше, проверьте, нет ли простого аналога с тем же действием. Теперь о болях в спине. Вместо постоянных обезболивающих попробуйте укреплять мышцы кора. Простое упражнение. Планка на локтях у стены, стоя, опираясь предплечьями, удерживать напряжение живота 20-30 секунд, 3 подхода. Это безопаснее для начинающих после 50. Плюс теплый душ вечером и мягкое растирание поясницы. Из доступных средств мази с нестероидными компонентами коротким курсом до 5-7 дней, если нет противопоказаний. Но если боль отдает в ногу или сопровождается онемением, обязательно обследование. Боль – это сигнал, а не враг. Очень часто после 50 появляется тревожность и проблемы со сном. И здесь людям предлагают дорогие успокаивающие комплексы. Но начните с режима. Ложиться до 23, убрать экран за час до сна, проветрить комнату. Из мягких средств – настой ромашки или мелиссы. 1 чайная ложка на стакан кипятка. Пить за 30 минут до сна. Курс 2 недели. Также помогает теплая ванна для ног 10-15 минут. Сон – главный восстановительный механизм организма, и без него ни один препарат не даст полного эффекта. Говоря о весе, я хочу подчеркнуть, дорогие жиросжигатели после 50 не работают так, как обещает реклама. Метаболизм замедляется, и ключ в умеренном дефиците калорий и белке. Добавьте к каждому приему пищи источник белка – рыбу, яйца, творог, бобовые. Уберите сладкие напитки. Простое правило – половина тарелки овощи, четверть белок, четверть сложные углеводы. И 8-10 тысяч шагов в день по возможности. Это бесплатно, но требует дисциплины. Именно дисциплина заменяет десятки дорогих добавок. И сейчас я хочу напомнить, не отменяйте назначенные врачом препараты самостоятельно. Моя задача – научить вас думать и выбирать осознанно, а не отвергать медицину. Сочетание доказательной базы и разумных народных методов дает лучший результат. Впереди заключительный блок, где я соберу все в четкий алгоритм действий, шаг за шагом, чтобы вы могли сохранить здоровье и деньги. Если вы чувствуете ценность этого разговора, поставьте лайк прямо сейчас и поделитесь видео с теми, кому это действительно важно. Теперь я соберу для вас четкий алгоритм действий. Шаг 1. Анализы раз в год. Общий анализ крови, глюкоза, липидный профиль, витамин D. Без цифр нельзя принимать решения. Шаг 2. Пересмотр образа жизни. Сон, вода, движение. Шаг 3. Только затем подключать добавки, если есть дефициты. Не наоборот. Никогда не начинайте с покупки на всякий случай. Организм после 50 особенно чувствителен к перегрузке препаратами. Осознанность – это профилактика лишних трат и побочных эффектов. Запишите этот алгоритм, он сэкономит вам годы и деньги. Если вам предлагают комплекс для суставов сердца и памяти одновременно, помните, универсальных средств не существует. Каждый орган требует своего подхода. Лучше поочередно решать задачи. Например, месяц – работа с давлением и ходьба ежедневно. Следующий месяц – питание и снижение веса. Затем укрепление мышц. Маленькие шаги создают устойчивый результат. Организм любит постепенность. Резкие эксперименты и десятки баночек сразу – это стресс для печени и почек. Подходите к здоровью как к системе, а не к акции в аптеке. Очень важно читать инструкцию до покупки. Обратите внимание на противопоказания и взаимодействие с другими препаратами. Многие не знают, что даже травы могут усиливать или ослаблять действие лекарств. Например, зверобой влияет на метаболизм некоторых средств. Поэтому правило простое. Если вы уже принимаете терапию, любые добавки согласовывайте с врачом. Натуральное не значит безопасное. Грамотность – ваша защита,
Не доверяйте слепо словам без побочных эффектов. Запомните еще один принцип. Здоровье – это регулярность. 20 минут ходьбы каждый день эффективнее, чем редкий час в спортзале. Стакан воды утром лучше, чем вспоминать о питье вечером. Легкая зарядка для суставов – профилактика болей. Даже дыхание влияет на давление. Малые действия, но ежедневно. Аптека может быть помощником, но не основой. Основа – ваши привычки, и они бесплатны. Сейчас я хочу, чтобы вы задали себе честный вопрос, сколько денег за последние годы вы потратили на препараты, которые не дали результата, и сколько могли бы вложить в качественное питание и движение. Это не упрек, это повод пересмотреть подход. Здоровье после 50 – это зрелость решений. И дальше я подведу итог и оставлю вам простую формулу, которую стоит сохранить. Оставайтесь со мной до конца. Итак, формула проста. Обследование, корректировка образа жизни, точечная поддержка, контроль результата. Всегда проверяйте действующее вещество, дозировку и длительность курса. Если средство работает, это подтверждается улучшением самочувствия и анализов, а не обещаниями на упаковке. После 50 организм благодарно откликается на бережный подход. Не гонитесь за мгновенным эффектом. Постепенность и регулярность дают устойчивый результат. И если препарат действительно нужен, выбирайте разумно, а не эмоционально. Помните о главном ресурсе – мышцах. С возрастом их масса снижается, и это влияет на обмен веществ, сахар и давление. 2 раза в неделю выполняйте простые силовые упражнения с собственным весом. Подъемы со стула 10-15 раз, отжимания от стены, легкие приседания без боли. Мышцы – это естественная аптека организма. Они улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают суставы. Ни одна дорогая капсула не заменит регулярную нагрузку. Питание – это ваше ежедневное лекарство. Уберите избыток сахара, переработанных продуктов и фастфуда. Добавьте овощи, цельные злаки, белок и полезные жиры. Простая тарелка домашней еды эффективнее большинства разрекламированных добавок. И следите за весом. Даже снижение на 5-7% уже уменьшает нагрузку на сердце и суставы. Не усложняйте, упрощайте. Организм любит понятные сигналы. Я обращаюсь к вам как врач и как женщина. Не позволяйте страху управлять вашими решениями. Аптека не враг, но и не волшебник. Задавайте вопросы, читайте состав, сравнивайте цены. Доверяйте доказательной медицине и здравому смыслу. Ваш возраст — это опыт, а не приговор. И именно сейчас можно выстроить грамотную стратегию здоровья, чтобы жить активно и уверенно. Спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Если это видео помогло вам взглянуть на аптеку иначе, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, какие темы разобрать дальше, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Поделитесь этим роликом с теми, кому он может быть полезен. Берегите себя, действуйте осознанно и помните, здоровье — это система, которую вы создаете каждый день.